Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. Сегодня у меня необычная работа. Вот такая первая часть кофточки, связанная очень красивым узором. Узор мы этот с вами разбирали. Сегодня посмотрим, как он вяжется в круговую. И еще я связала часть рукавчика одного и второго. И предлагаю посмотреть. Надеюсь, вам понравится видеомастер-класс, и вы тоже решите связать такую замечательную кофточку. Наша задача набрать воздушные петли по объему бедер. Я набрала колечки, мои любимые. Удобнее вязать. Как они набираются, давайте я напомню для тех, кто первый раз. Я очень часто набираю колечки. 1, 2, 3, 4 воздушные петли, и в первую петлю столбик с одним накидом. Это у нас первое колечко. 1, 2, 3, 4 воздушные петли, и в первую петлю столбик с одним накидом. То есть вот такие колечки мы набираем по объему бедер, замыкаем в кольцо. У меня красивые бирюзовые слонимские ниточки, мои самые любимые. Колечки мы поворачиваем таким образом, чтобы внизу были воздушные петли, а вверху столбик. Вот. Мы будем вязать за столбик, а колечки останутся для красоты. Узор вот такого плана, всего лишь 2 рядочка, надо запомнить. Первый ряд 5 столбиков, воздушная петля, столбик, воздушная петля, 5 столбиков в одно основание. Я думаю, что легко мы запомним. Мы начинаем с самого центра. Вяжем 1, 2, 3. Это у нас столбик. И еще 4 столбика провязываем. 2. В одно место основания. 3. Столбик с одним накидом. 4. И 5. Воздушная петля. 5 столбиков провязали, воздушная петля. Между колечками столбик с одним накидом, воздушная петля. Между колечками 5 столбиков. То есть задача вот такая простая. 5 столбиков чередуем и столбик с одним накидом. Между ними одна воздушная петелька. 3, 4, 5. Вот так вот. А колечки у нас внизу будут. Воздушная петля между колечками, столбик с одним накидом. Вот такой первый рядочек. Вот такой первый ряд у нас получился. Все симпатично, все интересно. И смотрите, вот осталось последнее колечко, мы в него, центр колечка, провяжем столбик с одним накидом, для того, чтобы узор у нас получился, состоялся вот таким образом. Вот. В принципе, раппорт узора просто колечко, ну и в самом конце мы немножечко вот так вот схитрили, да? Не между, а по центру. Вот. Идем дальше. Теперь у нас идет второй ряд. Второй ряд начинается таким образом. Нам нужно соединительным столбиком перейти в следующий столбик. 1, 2, 3 столбика. 1, 2, второй и третий мы провязываем вместе. Вот так. С общей вершинкой. Так. Что тут у меня получилось неправильно. Не перешла я еще. 1, 2, 3. Да? То есть мы первый столбик и последний не вяжем, а по центру 3 столбика провязываем. 2 воздушные петли делаем. Там, где у нас был один столбик, мы вяжем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Вот такую галочку. 2 воздушные петельки. И опять там, где 5, первый пропускаем столбик, вяжем во второй, в третий и в четвертый
с общей вершинкой. 2 воздушные петельки. Там, где один столбик, вяжем галочку столбик, воздушная петля, столбик. Вот такой второй ряд у нас будет. Простой и симпатичный. Довязали. Довязываем второй ряд нашего узора. 2 воздушные петли. И заканчиваем вязание. Вот, то есть у нас галочка и домик. Домик и галочка. Теперь там, где у нас галочка, мы начинаем вязание первого ряда. 1, 2, 3. Мы вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля. Вспоминайте, как мы вязали первый ряд. И в центр нашего домика столбик с одним накидом. Воздушная петля. И в галочку вяжем 5 столбиков. Вот и все. И весь наш узор мы делаем повтор. 5 столбиков, воздушная петля, столбик. 5 столбиков, воздушная петля, 1 столбик. Все. Как в первом ряду. 5 столбиков, 1, 5, 1, 5, 1. Первый ряд. Второй ряд точно такой же. Там, где было 5 столбиков, мы провязываем 3. А там, где 1, у нас будет галочка. Вот. Узор по схеме выглядит таким вот простым образом. 5, 1, 5, 1. Домик, галочка, домик, галочка. И опять 5, 1, 5, 1. Домик, галочка. И так далее. Вот такой простой узор вяжем до пройма где-то 40 сантиметров. Потом распределяем на спинку перед и на проймы. И уже вяжем по отдельности. По отдельности вот такой вот узор вяжется. Половинка узора всегда. Не 5, а 3 столбика и галочка. Либо воздушные петли начальные. Но это я покажу. Я провязала вот таким ровным полотном. Красивый очень узорчик получается. 40 сантиметров до проймы. Теперь наша задача поделить на 2 стороны впереди. Узорчик смотрим. Если ровно не делится узор, впереди оставляем чуть больше. Теперь будем вязать пройму. И не только пройму, но еще и рукавчик. Смотрите, ровно там по центру, у нас, где мы соединяли. Здесь у меня будет шовчик. Очень важно именно вот на этом узоре галочка и домик. Вот у меня тут домик, и я начинаю набирать вязание рукава. 1, 2, 3, 4. То есть мы первоначальную цепочку, которую делали при наборе, мы ее сохраняем. 1, 2, 3, 4. И набираем длину цепочки на длину нашего рукава. То есть мы будем вязать, сейчас наберем и будем вязать туда и обратно. Уже будет половинка рукава перед и еще половинка рукава. Ну или там спинки, допустим, да? Вот. Вспоминаем, как мы вязали в самом начале. Сначала мы набрали колечки. Вот они у нас колечки. 5 столбиков, столбик, 5 столбиков, столбик. Вот, то есть нам нужно набрать колечек на ту длину. Можно даже набрать на длину, вот как у нас здесь набрано, сантиметров, может быть, 40. Если длинный рукав, то сантиметров 60. Тут уже кто какие рукава любит. Я люблю рукава 3/4. Набираем колечки и начинаем вязать тот же самый узор, с которого мы начинали и вязать. Я набрала 19 цепочек. Нужно сделать нечетное количество набора. 19 колечек. И в само колечко мы с вами соединительным столбиком перейдем и провяжем наш кустик, образно говоря, но на половинку. Не 5 столбиков, а 3. 3 столбика в самом конце. Воздушная петля. Столбик сделаем вот здесь. Воздушная петля. И теперь через колечко. Вот через колечко мы будем провязывать 5 столбиков. 1, 2, 3, 4,
5. Через колечко мы вяжем узор воздушная петля, пропускаем кольцо в центр, столбик с одним накидом, пропускаем колечко, вяжем 5 столбиков. То есть вспоминаем, как мы вязали первый ряд. Вот он, у нас вот такой будет набор. Вспоминаем, как вязали первый ряд, вязали точно так же. 5 столбиков, колечко пропустили, столбик, колечко пропустили, 5 столбиков. Наша задача провязать все, соединить. У нас здесь вот уже в узор пойдет столбик, 5 столбиков, столбик, 5 столбиков. Это мы с вами знаем. Вяжем, вяжем, вяжем до маркера. До маркера. А там, где маркер, наша задача из другого клубочка взять ниточку и также набрать 19 колечек, а потом ниточку отрезать. То есть нам нужна дополнительная ниточка и дополнительная цепочка из колечек для того, чтобы продолжить рукав. Ровно в том же месте, вот у нас домик, привязываем ниточку и 1, 2, 3, 4. Точно такую же цепочку нам нужно связать из 19 колечек. Раз, два, три, 4. 19 колечек, это в моем случае, да? Вот. В вашем случае, если хотите длиннее, может быть длиннее. Нечетное количество набираем. И когда мы уже дойдем, у нас здесь колечки будут набраны, мы также продолжаем вязание узора, как в самом первом рядочке. Я связала вот такой кусочек рукава. Хотела показать момент присоединения. Получается, мы с вами начинали вязать с 3 столбиков, 1, 5, 1. Все это понятно, все это мы вязали. Как я присоединяла. 5 столбиков провязала, колечко пропустила, и следующий столбик я начала вязать уже в тело. То есть у нас вот тело уже идет, узор там уже есть. Вот этот переход хотела показать. Вот так я сделала. Тело вяжем, вяжем, вяжем. Переходим на другой рукавчик, там, где мы колечки набрали. Точно так же. Вот я провязала столбик с накидом в последний узор тела. Колечко пропустила и начала вязать наш узор. Теперь провязала я практически 1, 2, 3, 4 с половиной узора. Вот на этом узоре заканчиваем. Это принципиально. Привязала новую ниточку. Вот мой хвостик. Привязала. Теперь мы разворачиваем вязание вот таким образом. Как бы спинка у нас здесь будет. И вяжем точно такой же узор зеркальный. Мы вяжем 1, 2. Мы вяжем второй, третий столбик с одним накидом. Воздушная петля. Вот где столбик, вяжем прям в сам столбик. Ну, можно рядышком, да, столбик. Воздушная петля. Где-то между пытаемся найти место по центру. И прям вот параллельно, вернее не параллельно, а все-таки в зеркальном, да, отражении. Наша задача провязать первый ряд. Не самый удобный, но я думаю, это все возможно. Вот так вот. Можно постараться в сам столбик вот так связать. Вот наша задача. Первый ряд вот так вот неудобно, но провязать. Это у нас будет, смотрите, мы сейчас провязали, допустим, перед. Начинаем вязать с той стороны и переворачиваем всю нашу работу, вяжем, и то же самое переходим на тело. То есть половинку переда мы провязали, разворачиваем вязание и теперь вяжем точно этот же узор, но уже на спинке. И у нас получится вот так вот сложенный узор, часть рукава и часть тела и спинки. Провязала я какое-то количество рядочков, где-то 4-5 раппорта с одной стороны и с другой. То есть мы с вами набирали колечки, по центру они,
В одну сторону вязала и в другую. Вот. Получились вот такие рукава 3/4. На этом я этим узором вязать заканчиваю. А через день у меня будет новый ролик. И там я хочу показать другой узор. То есть верх кофточки будет интересным украшением, связан другим узором, достаточно интересным, который тоже просто вяжется, но очень симпатично, необычно смотрится. Поэтому огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, он вам понравился. Очень красивый узор получился. Кофточку почти связали, осталось немножечко довязать. И сам верх рукава будет довязан. Впереди кокетка будет связана сзади с другим узорчиком, очень-очень симпатичным. Поэтому подписывайтесь на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram и досматривайте, чтобы не потерять, да, нужно подписаться, чтобы вам приходили постоянные оповещения, новый ролик вышел, нужно пойти посмотреть. Мои ролики выходят через день, практически всегда через день, в течение уже 6 лет. Поэтому подписываемся, не теряем, смотрим видео мастер-класс и вяжем вместе со мной.